Друзья, знаете, кто спасает планету каждый день и не получает лайков? Пчелы. Сегодня я покажу вам не просто пасеку, а место, где они живут, работают и творят магию. Да-да, мед – это не просто вкусный продукт, это настоящее волшебство. Ну что, готовы погрузиться в тайную жизнь пчел? Тогда держитесь крепче, мы полетели. Будет весело и интересно. Меня окружили 60 тысяч пчел. Мне выдали вот такую вот шляпку пельмешек. Опа. И желтое худи. Я думала, мне конец. А это, оказывается, начало большого и вкусного приключения. Это настоящая пчелиная страна. Видите эти разноцветные домики? Это ульи. Каждый такой улей – это как маленький многоэтажный дом для пчелиной семьи. Во главе у пчелиной семьи стоит матка. У пчел матриархат. Мама пчела – королева. Рабочие пчелы – это женские особи, у которых отсутствует функция размножения. И охранники – тоже они – дамы. А вот мальчики у пчел официально признаны трутнями. Они нужны только для размножения, а по осени их вообще изгоняют из улья. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Бз-бз-бз. Вот бы у нас тоже такие яркие домики всегда были. Павел Владимирович, здравствуйте. Привет. Ого. Как живы, здоровы? А? Как живы, здоровы? Отлично все. То есть, сколько стадий помнишь у пчел в развитии? Так. Сначала яйцо, потом личинка. Потом личинка, потом Куколка. куколка, да. Сначала личинка. Сначала яйцо, потом личинка, потом куколка. А можно так погладить кого-нибудь? Пчелок. Прежде чем погладить, нужно им дать дымку маленький. Чтобы они подумали. Потому что тут бывает пчелы разные. Я там развожу этих самых добрых, пушистых. А здесь бывает разные. Есть такие, от которых я бегаю. Я думала, они все хорошие. Они все хорошие, пока к ним не пристаешь. Знаешь, такая песня есть. Кто пчелок уважает, тот к ним не пристает. Кого они не жалят, тому приносят мед. Нет. Подожди, сейчас на солнышко. Давай. Такие хорошие. Мне не нравится. Если ее случайно очень. прижать, она тут же тебе покажет, какие они хорошие. Так что вот так вот. У актеров примета. Сова нельзя Вот это вот на пол бросать. сооружение вот это вот является маточником. Там куколка матки. Этот большой, видишь, вот этот большой? Да. Вот эта рамочка полностью запечатанная со всех сторон. Давай. Красивая. Она В прям этом как году я ее стекло. поставил с вощиной, голой вощиной. Вот, они ее отстроили, запечатали, наполнили медом и запечатали. Ой, золото. Прелестно. А это пчелиный реалити-шоу «Стеклянный улей». Никакой халтуры. В этих сотах есть детские пчелиные кроватки, кладовые с нектаром, ячейки с цветочной пыльцой. И это все они делают без чертежей и интернета, и без криков. Эй, кто опять все перепутал? У пчел все по расписанию. Они большие труженики. Сами добывают себе еду, строят соты, хранят в них мед и воспитывают пчелиных личинок, пчелиных малышей. А пчелиная матка откладывает в день до 2000 яиц. Вот такого точно не бывает отпусков. А в одном улье у пчел может жить до 60 тысяч пчел. Настоящий муравейник? Мегаполис. Еще один удивительный факт. У пчел 5 глаз. 2 больших
фасеточных, которыми они видят цвет и форму, и 3 маленьких, простых, которыми они видят цвет и тень. А еще пчелы видят в ультрафиолете. Получается, каждый цветок для них – это как большая яркая неоновая вывеска. Сюда нектар бесплатно. Пойду попробую заглянуть им в глаза. Может, найду там понимание. Кстати, да, если у пчел 5 глаз, тогда сложнее делать вид, что не заметил бардака в комнате. A few moments later. Блин, больно-то как! Самое больное это в пальце. Ай-яй-яй, видите, прям! Видела жало, нет? Да, больно, да, выдернула. Ай. Не снимай меня, я плачу, мне сейчас тушь потечет. Трогайте. Я каждый день кого-нибудь придавлю. И каждый раз, когда в палец именно, я прямо ору как резаный, понимаешь? И только именно когда в пальце, потому что пальцы самые болезненные места. Но каждый день. Эта модель именно как в природе все происходит. То есть они в пустое пространство заселяются и начинают сами отстраивать соты. Угу. Вот я взял, из стекла сделал пустое пространство, и они начали строить соты. Но это уже второй раз. То есть 3 года назад мы заселяли его, и они построили маленькое гнездо. Но потом семья погибла. И вот в этом году у меня был маленький рой. Я взял, оставил ему вот эти 3 сотика, а они сейчас строят вот здесь вот себе гнездо свежее. Зимой пчелы не спят, а собираются в клуб и тусят, поют. Ладно, шучу. Пчелы собираются в клуб, греют друг друга и питаются медом, который они заготовили летом. А пасечник следит за температурой внутри улья, чтобы пчелам было тепло и спокойно. Вообще, пчелы зимуют как настоящие северяки. В домике, с запасом еды и минимальной активностью. Настоящий коллектив года. Я бы сказал так, что активность там есть зимой. Правильно я представляю себе зимовку пчел? Ну, ты рассказала не полностью. Я услышал, что ты говорила, что у них снижается активность. Угу. Но я-то считаю, что до какого-то определенного уровня она снижается, а все-таки остаются они активными. Дело в том, что активность это проявляется в том, что они все время машут крылышками. Угу. У них работают мышцы. А мышцы, когда работают, они выделяют тепло. Понимаешь? Угу. И за счет этого тепла они, собственно говоря, и обогревают свое жилище. У них зимой 24 градуса, хотя кругом улья зима наша сибирская, минус 30 бывает, а внутри вот этого клуба пчел плюс 24, как в Африке. То есть они приспособились вот эту африканскую температуру, постоянную причем, они приспособились сохранять в течение всего года, в том числе и зимой. Это вообще удивительно. Вот и самое вкусное – мед. Ну и, конечно, другие пчелиные изделия. Вощины, пирога, ну и цветочная пыльца. Кстати, есть карта, по которой можно определить, с какого растения была собрана пыльца. Есть гадание на кофейной гуще, это гадание на цветочной пыльце. Я чувствую силу солнца. Так, луна скоро будет в зените. Значит, пыльца должна сработать отлично. Непредсказуемая у нас в Сибири погода. Сначала солнце, потом дождь. На пасеке часто проводят экскурсии для школьников. Сначала все одевают желтые крутые курточки и сетки, чтобы пчелы не подумали, что гости – это цветочки, и не присели на них. Сейчас вы как раз видите одну из таких экскурсий. Экскурсовод рассказывает, что пчелы – это очень организованные насекомые. У каждой пчелы своя роль. Кто-то охраняет, кто-то работает, а кто-то кормит матку. Вот такой мини-офис с идеальной корпоративной культурой. Пока нет. Я знаю, где мы хотим около пчелки найти.
Можно я посмотрю? Так. Пчеловод готовит улей, будущий дом для роя. Нужно быть спокойным и уверенным, потому что пчелы чувствуют настроение человека. Сегодня на второй день их маленько охлаждают для того, чтобы они маленько меду подъели. То есть они вылетают с медом. То есть у них набирают мед и вылетают из улья. Чтобы они этот мед подъели, мы их в холодное место разместили. Они там сейчас успокоились. И мы их будем садить в новый домик. Так вот, смотрите, вот это вот новый дом. Вот да, то есть он сейчас пустой. Для того, чтобы вы зашли в него, у нас вот такие вот сходни. Смотрите. Сходни ставятся вот сюда вот. Смотрите, вот так вот. Гвоздики. Так вот аккуратненько. Вот мы сейчас на эти сходни высыпем рой. Для того, чтобы они более дружно заходили, есть вот такой вот волшебный флакончик. Да, называется он Апирой. Да, я буквально капельку. Дело в том, что кто-то спрашивал про феромоны. То есть я вот сейчас пальчиком возьму, помажу литок у улья, а потом пчелы всю дорогу будут меня этот палец облеплять и пытаться унести его вместе с собой. Если рой в погребе сидит тихо, не шумит, то мы считаем, что там есть матка. А узнаем мы о том, есть она или нет, только после того, как она начнет откладывать Личинки. яйца. Да. Так, тихо. Вот послушайте. Шумит? Нет. Нет. Подожди, стойте, там Хотя много пчел, здесь очень много. Ну, пчел. килограмма 2,5-3, наверное, пчел. Да. Жало есть? Так, аккуратненько. Ого. Стряхиваю как можно ближе к литку. Там, походу, сама же королева. А, что? 2 дня нахождения отстроили вот этот язычок. Да, она живая. Ну не в меня. Ну, они еще не пошли в гору. Они сейчас холодные и малоподвижные. Улей. Они туда побегут строем. Мы наверняка увидим, если она есть. Не обязательно. Ну смотрите, вот это уже признак того, Она не что очень она большая, Да. но больше. Как они понимают, что матка уже зашла? А вот не знаю, никто не знает, как это происходит. Если он Происходит какая-то команда, понимаете, у них. Танцуют? В этом самом. Матка зашла, и они как туда рванули все бегом. Так, ребят, ну что? Вопросы остались? Значит, давайте мы на этом сегодня закончим. Да, буду брал. Покупают, друг у друга обмениваются пчеловоды. Я продаю иногда, когда меня сильно просят продать. Я продаю. Здесь же на экскурсии можно сделать свечи своими руками. Представляете, воск прямо из улья. Пахнет медом и летом. Возьмем силиконовую. Это силиконовая кухня. Возьмем фитиль, отрежем примерно вот чуть 2 раза длиннее, да, делаем. На что там обратить внимание? Да, надо обратить внимание, что здесь не просто она медовая, вот с этой стороны она запечатанный мед, а здесь вот это вот мед, а здесь перга. Перга — это очень замечательный продукт, и главное, он очень вкусный, такой с кислинкой. Это Это пыльца, которая Пыльца, которая законсервировалась.
Еще и не просто законсервировалась, еще и заферментирована специальными методами. По факту она подкисла, ну, подбродила, и все вместе получилось замечательный волшебный продукт. Ну прям течет вообще. Эх, друзья уехали. Ладно. Ты прокати. Нам больше достанется. Вот Это это- верно. Вот это наш подход. Ой, часы ты пока Ничего, мы потом слижем. Так, Там это. да, вкусняшки. Ага. Так, ладно, убираем. Смотри, как мы. Сейчас мы это дело быстренько тогда отрежем и переложим, чтобы она не капала. Угу. Болельщиков много. Ничего. Ладно. О, Справились. правильно. Угу. Ура! Ура! Ну как же без чая с медом и блинами, особенно после такой прекрасной истории. Чай с медом располагает к душевным разговорам. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Павел, фамилия Лахтиков, я пчеловод на нашей замечательной пасеке в Баяново. А вы? Представьтесь. Меня зовут Владимир Анатольевич, тоже Лахтиков. Паша, кстати, мой сын. И мы вместе пчеловодим здесь. Можно ли переместить из одного улья пчелиную личинку в другой? Воспитают ли пчелы такого подкидыша? Да, конечно, воспитают. Пчелы в этом плане вполне сознательные родители. Владимир Анатольевич, хочу вам тоже задать вопросы. Я читала, что пчелы разговаривают с помощью танца. Это так? Ну, в общем-то, какая-то аналогия есть. Хотя я даже не знаю, как это назвать. Есть пчелы-разведчики, Мгм. которые немногочисленные, но их задача найти, ну, в общем-то, хорошее, ну, поле с цветами. Мгм. Если они такую добычу нашли, как-то нужно оповестить своих товарищей. И они это выполняют с помощью специальных танцев. Вы не задумывались, что оса — это облысевшая пчела? Старая такая облысевшая пчелка. Нет. Это совершенно разные особи. Оса — это хищница, Мгм. и она враг пчел. Поэтому, если оса появляется, жди беды. Она воровка, она готова украсть из пчелиного гнезда и может и там расплод повредить, и, ну, и запасы меда, конечно, ворует. А один улей может сотрудничать с другим? Нет, абсолютно нет. Это совершенно две разные семьи, и они друг с другом не сотрудничают. Нет, они конкурируют, скорее всего. Можно ли есть личинки? Пчел. Ну, я так отвечу на этот вопрос. Конечно, можно. Ничего в этом особенного нету. Даже более того, многие пасечники спасли себе жизни этим самым. Их судьба забрасывала в отдаленные места на гаре. Обычно это делалось с вертолетом, а вертолет — это ненадежная вообще авиация. Мгм. Забросить забросили, а продукты или мало забросили, или забыли вовремя привезти. И начинается у пчеловода голод. И вот те пчеловоды, которые использовали в пищу личинки, а это белок чистейшей воды, ведь мед — это углеводы. А мы знаем, что кроме углеводов человеку нужно еще и белки. И вот люди, которые, ну, в общем-то, употребляли в рацион вот этот самый расплод пчелиный, они выживали. Если вы еще не были на пасеке, обязательно приезжайте сюда. Пчелы — это настоящие волшебные труженики, а мед — это не только вкусно, но это и настоящее чудо природы. Ставьте лайки, чтобы в жизни было все сладко. Подписывайтесь, ведь дальше ждет еще много интересного. И пишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь пчелиную личинку и запивали ли вы ее пчелиным молочком. Ну что, да пребудет с вами сила и мед.